Обстановка на украинском фронте к вечеру 16 мая. Коротко об основных событиях. В районе Одессы ВСУ усиливают свою группировку для защиты города. После неудачной попытки захватить остров Змеиный возобновилась работа украинской авиации и беспилотников. Ожидается дальнейшая интенсификация морских и воздушных боев в этом районе. Под Николаевым продолжаются позиционные бои. На Криворожском направлении ВСУ накапливают силы, чтобы попытаться контратаковать и отодвинуть фронт поближе к Херсону. В Мариуполе начался вывоз раненых с завода «Азовсталь». Сегодня группа украинских военных вышла на переговоры с представителями ДНР. Была достигнута договоренность о сдаче раненых с целью сохранить им жизнь. Сам завод продолжает подвергаться активной бомбардировке. На Запорожском направлении по линии Орехов-Гуляй-Поле без особых изменений. Попытка ВСУ атаковать в районе Малиновки закончилась неудачей. На всем протяжении, от Гуляй-Поля до Великой Новоселовки идут позиционные бои. Сообщается, что ВСУ перебрасывают часть резервов с запорожского направления на Донбасс. Причина ухудшения ситуации вокруг северодонецкой группировки. Продолжаются тяжелые бои в районе Угледара. Идет штурм Новомихайловки. ВСУ продолжают удерживать оборону и ключевые пункты, прикрывающие трассу Марьинка-Курахово. Серьезных продвижений в Марьинке пока что нет. Продолжается достаточно успешное продавливание обороны ВСУ к северу от Авдеевки. Взята Новоселовка 2. Трасса Авдеевка-Константиновка перерезана и простреливается союзными войсками РФ и ДНР. Снабжение Авдеевки теперь идет через Орловку. После взятия Новоселовки начались бои на подступах к Нью-Йорку. Южнее Попасной взято село Новозвановка. Идет продвижение в сторону Троицкого. Идут бои в районе Камышевахи, к северу от Попасной. Продолжается зачистка Ташковки. Союзные войска пытаются зайти во фланг укрепрайона ВСУ, в Горском и Золотом. Бои идут уже на окраинах Северодонецка, а также в районе Приволья. Основательно закрепиться на плацдарме у Белогоровки российским войскам пока что не удалось. На славянском направлении союзные войска взяли Дробышево. Город Лиман оказался в полукольце. Линию фронта приблизилась к Светогорску. На этом направлении отмечается переброска резервов ВСУ с целью укрепить фронт к северу от Славянска. Продолжаются бои в районе Великой Камышевахи, Курульки и Долгенького. ВСУ снова пытаются напрячь фланг российской группировки под Изюмом, форсируя Северский Донец. Но эти попытки не имеют успеха и пресекаются ударами артиллерии РФ. Под Харьковом ситуация стабилизируется. Бои в районе Казачьей Лопани и поселка Липцы носят позиционный характер. ВСУ в районе Терновки дошли до границы с РФ и пытаются продвинуться в сторону Волчанска. Усиление российской группировки на севере Харьковской области пока что не замечено. Однако в Белгородской области идет активное накопление резервов. Также активизировались удары по объектам ВСУ в Сумской области. На этом пока все. Мы продолжим следить за развитием событий на украинском фронте.